Всем привет! Сегодня утром мы решили поехать в Голландию, в кемперский магазин Obelink. Научены горьким опытом, зимним опытом, когда у нас закончился газ, решили купить заправляющийся газовый баллон, то есть для ЛПГ газа. Вчера мы выехали из Гамбурга, приехали в Крефельд навестить родителей, ну и решили совместить приятное с полезным. Ехать нам на 1:20. Приедем в магазин, немножко поснимаем. А пока мы едем, ставьте лайки, подписывайтесь. Будем устанавливать газовый баллон. Да, и еще хочется сказать, что наконец-то запахло весной. Погода чудесная, солнечная. Вчера выехали из Гамбурга, у нас снег лежит. А здесь прямо-таки весна. 10 градусов сегодня. Да. Поэтому едем с настроением, что купим что-то новенькое и полезное. Поехали с нами. Красиво. Дорога бежит ровненькая. Небушка синее. Настроение солнечное. Как погода, класс. Осталось совсем немножко. И мы около большого магазина. Вот подъезжаем, поворачиваем. Магазин называется Obelink. Кстати, в Гамбурге тоже есть кемперские магазины, большие достаточно, но такие газовые баллоны не продаются. Поэтому этот магазин известен среди кемперов. Мы едем сюда впервые. Сейчас зайдем и посмотрим, что здесь есть хорошего. Возможно, еще что-нибудь кроме газового баллона присмотрим. На территории магазина продаются прицепчики, новенькие стоят. Территория магазина огромная. Сейчас найдем, где припарковаться. Надо сказать, посетителей очень много. Магазин работает в субботу. Вот мы сегодня едем, это суббота, 7 февраля. Работает до 5 вечера. Посетителей так много, что есть сложности с нахождением парка места. Но мы найдем, мы должны найти. Только зашли в магазин, и настроение такое сразу. Все инсталляции располагают к тому, чтобы собрать вещи, выбрать маршрут и в дорогу. Красота! То есть при входе в магазин сделали все, чтобы настроение было что-то купить для дороги. Пойдем купим. Доза 75 мл, Obelink Blue, 10 литров. Чего тут? Еще понять. Mad Dry литров воды. У нас дороже. Нам это нужно? Это вместо капсул. Давай капсулу. Один колпачок. Давай. Мы, если что, вернемся сюда, да? Ну, дешевле здесь. Возможно, потому что магазин огромный. Боже мой, здесь все... Мне хочется купить кастрюльки уже какие-то. Смотри, горшочек варить. А у нас есть такая печка. Это духовка. Да. Да? Смотри, точно так. Только у нас с градусником. И мы взяли тогда около 40 евро эту кастрюльку. Здесь тоже дешевле. Но без градусника. Тоже с решеткой. Ну, это их марка, видишь? Так, а это что? Аэрогриль. Нет, вот, имею в виду. Витя, сейчас главная задача удержаться от того, чтобы не купить что-нибудь ненужное. Он огромный, здесь есть все. Пойдем, я буду стараться. Ненужное нам не нужно. А нужно. Посмотрим. Сейчас эта корзинка пустая. Посмотрим на выходе, что в ней будет. Вид, смотри, здесь в Ангиботе такая сушилка маленькая. 9,95 первая цена и вторая цена 5,95. Вот так она выглядит. Это для мелочи, для сушки носков, трусов. Нам нужна в корзину или нет? Ну, смотри, если надо, кидай.
Да если бы знать, что надо. Мне сейчас будет многое надо. Вот еще другие на окно. На окно нам не подойдут. Смотри. 3 метра. Зацепляешь за окошко и тоже вывешиваешь сушить. Ну, тоже не крупные вещи, такие небольшие. Мелочь. Разного вида. И вот ниже еще вот такая есть. Для полотенечек. Она раздвигается. За окошко. А это стоит, ну это посолиднее, это 22,50. Она раздвигается. Можно шире делать. Ну поэтому и стоит дороже. 22,50. Так, а это какая-то сумочка. Нам нужна сумочка? Для вещей. Я не знаю для чего. Ну вот это у меня сомнение. Я когда-то хотела. Такая бадья Для чего? Меня прятать? для грязных вещей, да. А куда же ее ставить? Не знаю. На улице? Вот это у меня сомнение. Давай положим. Я подумаю, пока будем гулять. Хорошо. Я когда-то давно такую хотела, но у нас она Ну, бери дороже. тогда. А? Тогда бери. У настоящих кемперов такая сушилка должна быть. Бери. В таком магазине тебе нравится долго ходить? Конечно. Я смотрю, ты улыбаешься, как в магазин за вещами или за продуктами. Катастрофа. А тут так гулять нравится. Да, будем Я ходить вижу. до закрытия. До 5 Да. колясок для закупок. Людей вы посмотрите сколько. Не зря мы место еле нашли для машины. Народу полно. Народу очень много, очень. И это же, скорее всего, здесь не просто человек ходит, а человек, у которого вон мобиль есть. То есть таких людей очень много. Потому что магазин специфический. Чего только тут нет. В нашей корзинке добавилось 2 пепельницы. Конечно, не очень хорошее дело, но за 3 евро взяли одну в дорогу, одну домой. О, от комаров даже. Вот от насекомых, от мошек, которые в Норвегии были, здесь точно нет. Это надо покупать в Спрея. Норвегии. Да, это только там. Потому что обычные спреи от комаров не подходят. Некоторые вещи даже не поймешь от чего. Кстати, если мы поедем в Финляндию, чтобы не сглазить, там нужны будут. Вить, смотри, что я нашла. Разного цвета, похоже на свечку, на длинные бамбуковые палочки разного цвета. Не пойму, что это. Может, это мороженое? Нет? Зеленая тоже вот. Ну, на свечку похоже. Ну, наверное, на улице На ставить. улицу, да? Да. Так она. Ну, вот фитилек. Наверное, это все-таки свечка, а не мороженое. Я таких не видела. Сколько они стоят? 3,90. Вообще-то это не новое. Не новая, но это очень удобно. Вот чего только не придумают для экономии места, веса. Пластиковый стакан, здесь магнитный такой кружок. И можно закреплять, и тарелки вот такие же есть, чтобы не в шкафчике складывать, чтобы не дрожала вся посуда во время езды. На магнитную такую вот ленту. И никуда не сдвинется, не упадет, ни на какой кочке не отвалится. Вот оно, все. Очень удобно. Вот я даже не знаю, аж самой такое захотелось. Тарелочка вот, и, пожалуйста. А у нас в шкафчиках иногда так, если какая-то кочка, слышно, как посуда подпрыгивает. Особенно кастрюли. Смотрите, ну классно. Кстати, это стеклянный стакан. И ничего с ним не будет. А у нас посуда пластиковая, чтобы при скачке она не разбилась. Чашки такие, которые... О, я не могу, правда, ее оторвать. Я не могу. Она не отрывается. И я не шучу. Попробуй сам. Попробуй. Она... Полка даже поднялась. Очень крепкий. Это пластиковая чашка.
резиновая такая Почему прослоечка. Все придумано для того, чтобы все облегченное. Оп. Вот тебе баночки для специй, то же самое, на магнитах. Я говорю, кто-то придумал, запатентовал. Очень классная штука. Я бы хотела, чтобы у нас чашки и стаканы вот висели и красиво, и удобно. Но такие вещи, скорее всего, из-за магнита стоят очень недешево. Ну, например, стаканчики. Сколько тут штук? Не пойму, сколько штук. Ну, в общем, 59,95. А чашка, которую мы смотрели, вот такая. Не проливайка, вот она. И вот ее цена, 20,95. Опять-таки, из-за магнита. Недешево, но очень удобно. Вот. Вить, смотри, какой я стеллажик нашла. Какие красивые кейсики. Сюда поместится очень много таблеток от укачивания, да, Наташа? Берем? Берем. Наташа знает, о чем я. Берем. Ну, что на место ставишь? А, сюда, да? В корзинку? Это питьевая, да? Ну, обычная бутылка пластиковая, за такую я бы не стала отдавать. 8,09. Пластик качественный, хороший. Я бы даже сумочку связала, легкая. Но цена не нравится мне. Посуда там мне Так, нравилась. Наташ, мы иногда пьем вино. Нашли симпатичные бокальчики. Не знаю, для какого вина это, для белого или для красного, но цена нам нравится, 2,95. Берем 4 штуки. Наша корзинка потихоньку пополняется. Теперь будем пить вино из бокала, а не из Из стаканчика. фужеров из замка, да? Да. И топорик для Ромы. Острый. Хороший ножичек. Ну, ножи должны быть острыми. Нам не нужен ножичек такой? Я не знаю, он удобный или нет, но на вид удобный. Рубль знаю. 95, да? А вот даже за рубль 50. Ой, а тут 4. Ну, скорее всего, это такие. Не буду говорить, какие. На букву Г. Эх. Дом строить в какой-нибудь стране? Бетономешалка? Или это ручная? Бетономешалка. Ручная стиралка. Хенд-ваш машины. Это что, носки стирать и трусы? Одеяло. Смотри, сюда заливается вода. Подушкой будешь стирать. Ой, я еще такого не видела. Кошмар. Ну, это уже посовременнее, получше, да? Тоже машинка. Мне кажется, она только грязь развезет и все. Стиральная машинка, малютка. Ну да, она вроде этого. Но мне кажется, я не пробовала, конечно, не стирать, но в каждом кемпинге есть стационарные стиральные машинки. Мы там стираем, пока все получалось хорошо. 4 евро и целая машинка, как дома, постиранная. Пылесосики. Пылесосики у нас есть. Это цена. Есть чуть-чуть побольше. Вот это наш. Тогда тут не наш был. Почему-то мне уже они больше нравятся, чем те, которые в крыше. Потому что, объясню. Крышу надо мыть, и кондиционер, который установлен наверху стационарно, тоже нужно чистить и мыть, потому что он загрязняется. А, и вот накидки, кстати, наверх, если на стационарный, на крышу. А есть альтернатива. Вот такие кондиционеры, которые ставятся, коробка это ставится в багажник, и трубка выводится в салон. И кондиционер есть, и его не видно, и в установке он легче и дешевле, чем стационарный на крышу.
И мне эта уже идея больше нравится. И есть вот такой, более примитивный, который вставляется в окошко. Вот эта часть будет внутри машины, а вот эта часть снаружи. Это такой портативный, съемный. На лето берешь, закрепляешь, если летом едешь, и пользуешься. Зимой взял, вытащил и убрал, поставил в подвал. Можно поставить вот такой. Или такой, но это как у нас, похожий, только уже более современный, что он ставится внутрь и охлаждает, как чемодан такой большой. Как бы из всех вариантов, наверное, я бы уже... самый удобный, да? Нет, Нет? Ну нет, ладно. я бы выбрала вот тот, который стационарный. Да, он будет все время стоять, и это вес примерно 20 с лишним килограммов. Он будет стоять все время в мобиле, но он уже будет стационарный. Но его не будет видно, он будет в багажнике. Хотя тот, который крепится на крыше, он тоже около 30 килограммов, он стационарный. Его не нужно будет туда-сюда снимать, если едешь зимой, если едешь летом. Вот. Но в установке он легче. Так, подошли мы к газу. Алюминиевые баллоны, стоимость 132,90. Да, ЛПГ газа, Вон цена. цена 303. И те баллоны, которые нам нужны. Есть чуть побольше, цена 339. И мы приехали как раз за таким баллоном, который можно установить стационарно и заправлять газом баллон на любой заправке, и уже все время будем с теплом. Не так, как этой зимой. Наша основная покупка. Баллон весит 6,6 килограммов. Я с легкостью подниму его сама и отправлю в нашу корзину. Мы приехали за ним. Теперь он почти наш. Заплатить осталось. Набрали мы барахла, Это не барахло. всяких переходников, адаптеров для разных стран. Это только начало. Мы сразу решили взять то, что нам нужно. А теперь пойдем. Смотреть то, что не нужно. На втором этаже небольшая кафешка. Сейчас перекусим. И пойдем дальше смотреть. На. Телефонистка. Взяли мы немножко картошечки, какие-то крокеты, креветки. Я колу, Наташа сок. Давайте. Вот эта котлетка очень вкусная. Мягкая, горячая, корочка хрустящая. Достаточно недорого. Вот эти 2 порции на двоих обошлись нам 26 евро вместе с соком, с салатом. Все горячее и вкусное. Наедимся и пойдем гулять дальше по магазину. Может, что-то еще купим. Так, нашли такой надувной диванчик. Тут даже место для пива есть. Почему для пива? Для кофе. Для кофе. О, ну, если не брать 2 стула, каждый стул весит примерно сколько? Килограмм 5-6, да? И взять вместо 2 стульев такой диванчик. Так, кстати, тут не двое поместится, а больше. Поставить стол, этот диван перед кемпером. И все, по весу будет легче, чем 4 стула мы тащим. И занимает всего вот коробочка, всего-навсего место. А у нас там будет стоять вместо стульев вот эта коробочка и кондер. Как тебе такое предложение? А ну, Ах, не садись. знаю. Нет? Возможно, это 2 стула и есть лишних. Не очень-то он и легкий. Вообще не легкий. И второе. А вдруг он где-то прорвется? А стул не прорвется. Да. Мы потом купим Прорвется, просто... надо будет клеить. Купим облегченные стулья. Знаешь, надо нам идти, потому что осталось 2 часа до закрытия, а мы еще только начали. Пока поели. Нет, ну газовый баллон мы купили. Ну как, не купили, а поставили в корзину. То, зачем мы приехали. Да, а сопутствующие товары? Ну ладно, пошли. Пошли. Жми, и она назад. Не знаю. Те 2 подушки, которые мы соучастникам отдали, точно такие же были.
Или вот мягенькая, можно делать, как ты делаешь. Нет? Еще купим 2, а больше отдавать некому. У нас уже все с подушками. Значит, не будем покупать. Тогда пойдем купим что-нибудь другое. Палатки. Нет, палатка нам не нужна. Вот предбанничек к Вонмобилю. Да, я уже посидела. Предбанничек. Ну да, такая палатка, которая как кухонька перед Вонмобилем ставят. Кровать напольная. Представляется к Вонмобилю. Вот так дождь сел, и ничего тебе не мешает быть на улице. Дорого. А у нас еще дороже. Но это большущая ведь. У нас за 2,5 стоит. Ну тогда мы приедем сюда когда-нибудь и купим такую палатку. Как хорошо. Внутри сел, от дождя защищает. Вроде и на улице, и защищен от дождя. А вот поменьше есть. Ну, когда-то, может, купим. У нас же уже есть обогреватель для улицы, значит, не хватает только палатки. Вот это очень плотная штука. И здесь панорамное окно, как бы. Ну, такое я бы купила. Но в сборке все вместе выйдет около 400 евро, наверное, может и больше. Кусок 115 стоит. Ну, от дождя осенью, весной, это, конечно, уют, и ты не мокрый. А еще если поставить каминчик такой, уже хочу, уже хочу. Когда-нибудь в будущем Купим. такую пристройку. Мы теперь разведали, что есть такой магазин классный. Вообще, в такие магазины, когда приезжаешь, думается об отдыхе. Сегодня еще погода хорошая, Да, настроение классное. расслабляет ужасно. Еще и поели. Да, хочу ехать далеко. В дальнобой. В дальнобой нам кто-то написал комментарий, что ну, что это за сомнительная радость. Как дальнобой едешь, тратишь время, деньги тратишь еще, лучше приехать в отель и тюленить. Не согласна. Особенно, когда здесь гуляешь, вот, хочется ехать. Ты платишь за удовольствие, а это удовольствие. Очевидно, тот комментатор не считает это удовольствием. Да. Ну, хорошо, что есть разный отдых. Значит, ему другой вид отдыха нравится. Да, выбирай. Но здесь любителей такого отдыха, не знаю, сколько тысяч ходит. Да, это вот мы на 3-м этаже сейчас. Все, что твоей душе угодно есть. От маленьких мелочей до серьезных вещей. Проходим вот палатки здесь. Надеюсь, когда-то мы купим такую палаточку, пристроечку. И весной, и осенью будем спрятаны от дождя и в комфорте будем. Посмотри, какая аккуратненькая. Ну, класс. Смотри. Это тоже маркизная, да? Все закрывается. Дометиковая, она дорогая. Слушай, вместо надувного этот лучше. Да? Может, он легче? Он легче, и здесь 2 человека поместятся, и цена вот. Вот. Ну, чуть дороже надувного. Да, дорога. Ой, дорога. И дорога тоже дороже, на 30 евро. 50 сюда и 50 кроватей. О, вот это Для размерчик. караванов, для прицепов. Для длинных. Вот это размерчик. Не, ну, тут 2 Основательно. палатки. Слышь? А, тут перегородки, их отстегивать, и вот так перегородки можно делать как хочешь, да, варьировать. Похоже, да. Тут 2 палатки, вот одна, вот вторая. А, это просто 2 палатки. Да, они вот здесь вот представляются к стене.
Ну, Но это все равно она ПЦ. большая. Она Корова. огромная. Да, ну большая. Не, нам нужна небольшая. Вот как там, мне это понравилось. Натуральный материал, шторы. Как у бабушки в деревне. Оп, и закрыл. Никто тебя не видит. Ку-ку. Вынес. 4 полочки. Ну, такие они легкие очень полки эти. Они съемные для устойчивости. Закрыл. И с этой стороны тоже. То же самое вот. Очень удобно. Вынес сразу всю посуду и не бегаешь в машину, пользуйся. И печечку сюда поставить, и варить здесь, чтобы в автодоме не пахло вкусной едой. Боже мой, это так затягивает. Да. Это 1000 стоит. Маленькая. Такая прихожая. За 149. Чтобы обувь не намокла. А как сюда входить? А, вот здесь молния, да? Расстегивается. Угу. Понятно. За 249 маленькая. Ну, это хорошенькая. Маркизу раскладывать не надо. Ну, это ткань, как вот мембранная на куртках. Вот если, Как палатка, да. если мы Наша из старая. тех стоек видели, так там плотная-плотная, прорезиненная какая-то сторона была. Ну, у нее и цена еще такая. Ну да. Но если уж так. никакой нет, то пойдет. Да? Ну, вот это я точно не брал бы. Даже Смотри, за полцены аккуратно. не взял бы. Здесь не курточная ткань, здесь клеенка. Но это палатка, это не на этот, да? Не на маркизу. Нет, за палаткой. Палатка. Хорошенькая, но нам палатка не нужна. Видите, кафешку можно открывать. На улице столики поставить, внутри от дождя и зарабатывать на отдыхе. Хоп, разложил, взял кофеварку, клиенты появились. Я предприниматель. Я же шарфы напродавала и носки, да? Теперь будем кофе продавать. И разве, глядя на это все, не хочется вам поехать куда-нибудь? Мне хочется. Там жить можно. Да. Не, ну как постоянное жилье бы не рассматривала такое, но уехать от всех на какое-то время шикарно было бы. Эх, мне нравится. А, ты что, подсматриваешь? Да. Подслушиваешь? Вот это вот. Да. Вот это Наташа как. Хочу вот такой зонт и такие стильные кресла и диван. Осталось лотерейку купить, выиграть 1 000 000. Нет, больше нужно. Сначала дом купить, а потом к дому вот это все. Мелочь, да, осталась? Пока гуляем просто и смотрим. По-моему, легче будет купить колеса на этот зонт и за собой возить. Нам надо еще что-нибудь купить. Столик. Кондиционер. Хватит деньги тратить, все. Это уже дело с какой-то одеждой. Для лета, для зимы, для плавания, обувь. Все. Я даже не хочу туда спускаться. Я уже немножко устала ходить по этому магазину. Это не магазин, это, как называется, все, что больше магазина. Я не знаю. Ножи прикручены, чтобы никто не спионерил. И это тоже прикручено. И булочки тоже приклеены. Не возьмешь. И пиво. Ну, чтобы никто не додумался их погрызть. Велосипеды стоят. Так красиво. Не Рома поймал. Рома, нам тоже надо такой вон мобильчик. Козырек. Так если маркиза открыта, это больше козырек, чем, Тот козырек, да? чем маленький козырек, да. Непонятно. Как это функционирует. Внизу, вот, видишь, тапки складывать, внизу тоже пристегивается.
для хознужд. Лопаточка там, ведерочка. Ну, не знаю. Они не легкие, но очень удобные. Вот так хорошо. У мужа Посади слов хрюню нет. за стол. Да мне ничего еще не дали покушать, чтобы хрюнять. Тарелки тоже приклеены, конечно. И фонарик приклеенный, прочно. Чтоб никто ничего не уволок. Коврик у нас похожий. Летом стелим. Зимой, конечно, это все не расстилается. Лампочки стилизированные такие подходят к отдыху. Человек сам себе делает уют. А потом сюда такой прохладный осенний вечер. Чай, Прохладный обогреватель. осенний вечер с такими вот дырами. Да. А там закрывается вообще-то. Здесь просто нет почему-то этой шторки. Ну и классно. А еще есть обогреватели. И сидишь, релаксируешь. Красота. Такой шопинг одно удовольствие. Это не то, что прийти в магазин, купить картошки, морковки, продукты. А здесь ходишь, и ощущения очень приятные такие. Ощущение счастья какого-то, ожидание отпуска. Да, сам себя на отпуск настраиваешь. Да, да, уже мысли такие в голове появляются, совсем другие. Не о работе точно. Класс. Это что же полезно? Позитивные мысли. У нас сейчас такая будет приятная усталость после этого шопинга. Ножки немножко гудят, но в голове радость. Пойдем дальше радоваться. Пойдем. Вот он, точно такой. На Амазоне дешевле и разные размеры. 89,90. А какой размер? Не знаю. Это возьмем на Амазоне. Здесь цена дороже на стол. О, Стулья. рай для посидельщиков. Какие хочешь. Разные расцветки, разные размеры, разного качества. Вон целая стена. Ой, а здесь кресла уже. Пляжные. Вот скажи мне, если взять и пляжные стульчики, и обыкновенные, и столики, сколько наша машина будет вместе со всем этим весить? Это же будет сумасшедший перевес. Ну, для пляжа неплохое, на песке не лежать. По-моему, тут не в перевесе дело. Это все туда просто не затолкаешь. Ну, и так тоже. Вот, пожалуйста, на пляж. Чтобы не тащить в руках, взял такую тачечку, сложил туда холодильничек с холодными напиточками. Вот куда это все Взял ставить? это сумочку, в рюкзачок и пошел. Нафига тебе эта тачечка? Лишний вес. Вот, а я тебе о чем Занимает говорю. Лишний лишнее вес, место. да. Прицеп с палаткой. Обычный прицеп. Прикольно. Матрасик опускается. Матрас полноценный, кстати сказать, толстый. И из прицепа можно доставать или прятать свои вещи. Да. Кто любит палаточный отдых, такая палатка, домик, тоже неплохо. Прикольно. Несколько комнат, да, здорово. Все продумано, все компактно. Прицепил этот прицепик, разобрал по приезду. Вот смотрите, он так выглядит примерно в неразобранном виде. А разберут и, пожалуйста, тебе полноценный домик на время отдыха. Здесь настоящая месахали, не только магазин для кемперов. Подошли вот к такому. 95 тысяч прошел. 95 тысяч прошел бэушный. Цену ты увидел. Сейчас тебе подсниму внутри. Хорошенький, надо сказать. Это
Зальчик выглядит неплохо. Тоже поперечная кровать. Сверху кровать. Закрыто. Закрыто. Ну это такой, как Кастенваген. Мне не нравится из-за того, что сзади дверь открытая. Не, я Кастенваген бы не хотела ведь. Мне не нравится, когда вот вход, это кусок печки. Не знаю, нет, мне не нравится. И задние двери вот нараспашку, когда открываются, как в скорой помощи, не. Кстати, Рома написал в Гамбурге, тоже про выставку писали. Видишь, тоже машины продаются, и новые, и бэушные. Некоторые открыты, некоторые закрыты, не попадешь. Но тоже выбор есть. Кстати, свет внутри горит, а зайти нельзя. Может быть, если ты присмотрел, тебе подойдут, откроют, ты посмотришь, а намеса открытые все. Может быть так ведь. Смотри, видишь, свет внутри горит. Возможно, чтобы было видно так, посмотреть, заглянуть. Что возьмем? Брать или не брать? Вот в чем вопрос. Это легкое, брать? Это для туалета. Это легкое на 16 раз, 16 таблеток. Закинул и все. А здесь 6,95, ну, примерно на 20 раз. Но оно тяжеленькое. Ну, возможно, на 16 раз. Ну, тяжелое. Значит, опять берем такие? Да, удобнее, бросил и все. Вите кажется, что у нас в Гамбурге в 2 раза дороже почти. Дороже. Ну, тогда все, отбой. Одну берем или 2? У нас там одна, по-моему, была уже, мы покупали, нет? Ну, начатая. И все, больше нет. По-моему, все. Ну, мы же еще сюда приедем. Или сразу 2 берем? Да возьми 2 на запас. Это важная вещь, между прочим, очень важная. А для некоторых вообще особенно. Выбрали. Да, важно, если вы не пришельники. И не запечатываете свои отходы жизнедеятельности. Да. Ну, сейчас уже 4:30, магазин работает до 5. Надо идти на выход. Да. Самое главное мы купили. То, что Сейчас, хотели. да, И то, что не хотели. Сейчас пойдем к кассе, посмотрим, сколько нам насчитают. Мы вам расскажем, сколько мы потратили за это все. Вот, Витя, очень толстая, классная флиска. 49,95. Прям она классная. Сейчас раздену его и заберу. Да пойдем уже на кассу. Скоро магазин закроется, нас скажут, выходите отсюда. Внутри, а сверху рукавицы. Рукавицы, перчатки, 2 в 1. Ну, у нас тоже были рукавицы зимой, но они... Вот, видишь, как рукавички. А внутри для пальчиков перчатки, обманки. У нас зимой тоже были рукавицы и перчатки. Но мы их не надели. Пошли. Пусть магазин Пошли. закроется. Ой, я чуть чужую сумку не схватила. Почему? Здесь еще людей полно. Закроется. Он не Мы промокает. сегодня отсюда не выйдем. Ну а что? То за одно, да за другое зацепиться. Вот этот мне нравится. Но если бы немножко побольше, и наш логотип сюда. Ну идем, все. Слава Богу. Все, вышли, оплатили, приобрели клиентскую карту. Вот такая красивая карта теперь у нас есть. Скидочная. В следующий раз уже будет нам дешевле. Например, кондиционер. Да. То, что мы закупили здесь, газовый баллон, подставки, 4 бокала, шланг, все причиндалы. 2 упаковки таких таблеток для туалета, Сушилку с прищепками, сушилка, да, вот 2 такая. пепельницы. Вот такая. Ну и вышло у нас все вместе 462 евро и 30 центов. Если бы мы купили только один газовый баллон на Амазоне, то он Там бы со стоил на шлангом 200. в комплекте, то было бы на 200 евро дороже, Да. примерно. Поэтому хорошо мы скупились. Да. Потратились, но нужная вещь.
Едем домой. Вернее, не домой пока.